Окей, я тогда начну интервью. Да. Окей. Так. Это у нас Леонид Медников. Сегодня октябрь 2025 года. И я здесь сижу... Ой, надо еще раз начинать. Это мое имя должно было быть. Начинай. Твое отчество? Эммануилович. Эммануилович. Окей. Это говорит Дан Топаж. Сегодня 25 октября 2025 года. И я здесь сижу с Леонидом Эммануиловичем Медниковым. Мы находимся в Виннипеге, в Канаде. И спасибо, что мы сегодня можем провести это интервью с вами. Тогда мы начнем. Сегодня мы будем разговаривать про вашу жизнь. И меня интересует многое всего о ней. Не могли бы вы рассказать о своем детстве в Киеве и в Баку? И чего вы помните? Ну, родился я действительно в Киеве, но в Киеве практически не жил. Где-то через, наверное, полгода после рождения меня перевезли в Баку. Ну, собственно, до 3 лет я ничего не помню. Хотя что-то знаю из рассказов родителей, но это, наверное, все равно неинтересно. А около 3 лет мне было, когда нас поселили в так называемом финском домике. Это такой деревянный домик, покрытый шифером. Там было 2 комнаты. Сначала там жило 2 семьи. Потом, когда родилась моя сестра, мы заняли весь домик. Вокруг дома был небольшой участок. Впрочем, мы им никак не занимались. Там росло несколько деревьев, на которые я любил лазить и даже читать на них. А вокруг стояли такие же домики в каком-то количестве. В основном до школы мое детство проходило вот в этом небольшом райончике, где я там общался с соседскими детьми, которые жили в таких же условиях. В общем, там жизнь была довольно суровая. У нас даже газа не было. Готовили на керосинке. Знаете, что такое керосинка? Не уверен. Вот. Ну, это такая вот мини-плитка, в которую заливали керосин, и зажигали, и на нее ставили кастрюльку, где можно было что-то приготовить. Вот. Электричество было, но время от времени оно отключалось. Мы пользовались свечами и опять же керосиновой лампой. Тоже можно посмотреть в интернете, что это такое. И вы родились в 1950 году, да, в начале года. Какая у вас самая юное воспоминание о детстве? Ну вот, видимо, первое воспоминание – это как раз когда мы переехали в этот домик. Я смутно помню, как мы вышли из машины, и, значит, я пошел там осматривать этот участок вокруг дома. Но очень смутно. Вот какова была ваша семейная жизнь? Ну, значит, я жил с родителями, сначала один, потом, когда мне было 8 лет, родилась сестра. Вот в этом домике мы жили, пока мне не исполнилось примерно 11 лет. Отец работал в госпитале, мать сидела дома. Насколько я помню, не работала все это время. Хотя, помнится, в какой-то момент, где-то с полгода у меня была няня.
Зачем она была нужна, я уже не помню, но так мы с ней тоже мило общались. Летом мы обычно куда-то выезжали, когда у отца был отпуск. Иногда в Киев, иногда на какой-то курорт. Вот такая жизнь. Каковы ваши самые ранние воспоминания о взрослении в Советском Союзе в 50-х годах? Ну вот я уже объяснял, что где-то начиная с 3 лет. Значит, второе воспоминание – это мероприятие по случаю смерти Сталина, где на каком-то пустыре или стадионе в нашем районе устроили что-то в виде поминовения, где играла траурная музыка, видимо, произносились какие-то речи. Речи я не помню, а музыку так помню, что она была. Вот. Ну, а потом всякие детские воспоминания, какие-то общения со сверстниками, какие-то игры. Где-то в 6 лет научился кататься на велосипеде. Значит, катался там недалеко от дома. Вы можете мне сказать, насколько вы были осведомлены о холодной войне или о напряженности между СССР и Западом? Ну, я не уверен, что я слышал слово «холодная война» до старших классов школы, но о какой-то напряженности между СССР и Западом я слышал. Немного в школе, немного какие-то отрывочные сведения приносил отец, который получал их на партсобраниях. Например, вроде бы в 1956 году, когда был доклад Хрущева о культе личности, значит, вот я узнал об этом от отца. Ну, как в нескольких словах пересказывал. Не мне, конечно, он разговаривал с матерью или с соседями, но я кое-что слышал по этому поводу. Вот. Слышал я также несколько слов о блокаде Кубы в начале 60-х. Тоже с партсобраний. Сам Карибский кризис, что там доходило почти до войны, это, конечно, никак не распространялась информация. Вряд ли ее кто-то знал, кроме высшего руководства. А всякие положительные вещи, например, рассказы про героев Кубинской революции, это все широко освещалось. Какие там еще были события? Войну в Вьетнаме очень сильно про нее говорили. Кстати, когда было, я уже не помню. 70-е или раньше. Да, в 75-м году, кажется, закончилось, а началось уже там. Ну я уже был уже достаточно взрослый, да. Всякие положительные, да, вот о полете Пауэрса тоже рассказывалось широко, когда сбили американский самолет на Свердловском. И, правда, без подробностей, конечно, просто так.
всякие положительные вещи, которые мы не воспринимали как холодную войну. Например, полет Гагарина, запуск спутника и так далее. Мы тогда не понимали, что это часть, что это имело отношение к войне или подготовке к войне. Думали, что это достижение советской науки. Например, при полете Гагарина я узнал, когда пришел в школу, и кто-то из ребят, услышав это по радио, значит, рассказывал, что вот летит генерал-майор Гагарин, он перепутал майора с генерал-майором. Вот примерно на таком уровне. В 70-е годы какие были серьезные кризисы в этом отношении. Даже уже и не припомню. Вот когда была блокада Кубы, Это начало 60-х. у вас было ощущение, что будет Третья мировая война? Ну, во-первых, я еще маленький был, чтобы понимать такие слова. Во-вторых, насколько я понимаю, даже у взрослых не было такого ощущения. Я же говорю, это то, что там очень сильная была напряженность, это никак не освещалось среди широких масс. А были только какие-то отдельные элементы. То есть то, что там ракеты на Кубе или ракеты в Турции американские, это особо не обсуждались, эти вопросы. Давайте мы поговорим о обучении в школе. Как проходило оно в ваши юные годы и потом в старших классах? Ну, в младших классах, насколько я помню, до 4 класса была одна учительница по всем предметам, не считая физкультуры. И, может быть, каких-то экзотических типа рисования, хотя я не уверен, что в младших классах это было. То есть она преподавала и математику, и литературу, и в 4 классе, кажется, естествознание возникло, и география там была, в общем. Довольно интенсивно мы учились в начальной школе, гораздо серьезнее, чем здесь обучаются, насколько я могу по своим внукам судить. Когда я перешел в 5 класс, мы уже переехали в другой район, получили квартиру небольшую. Там уже были отдельные предметы, довольно многочисленные. И по каждому был свой учитель. Значит, была 6-дневка, по 6 уроков в день в основном. Ну, преподавали довольно объемно все. Но при этом до старших классов, по-моему, международная ситуация не особо в школе обсуждалась. Даже несмотря на то, что почти все школьники были как бы политизированы. Сначала они были октябрятами, была такая организация, потом пионерами, начиная с 4 класса, начиная с 8 почти все были комсомольцами. И как бы полагалось их политически немножко воспитывать, но почти никаких воспоминаний на эту тему у меня не осталось.
Одну секунду, я просто должен посмотреть на камеру. Все хорошо. Окей. Вы после окончания там 8-9 класса в интернат? Значит, после 8 я поступил в московский интернат физико-математический, и там провел 2 года. Вот, там уже, конечно, немножко говорилось о международных событиях. Ну, вот, например, помню, на выпускном экзамене по истории меня что-то спрашивали по 6-дневную войну в Израиле. И я что-то такое политически правильное отвечал. Вот вы после интерната поступили в Московский университет. Да. Правда, с большими приключениями. Значит, сначала я рассчитывал поехать на Международную Олимпиаду. Тогда бы меня приняли без экзаменов. Но в команду меня не включили, потому что на последнем отборе я плохо себя показал. Потом я рассчитывал, поскольку у меня была серебряная медаль, поступить, сдав только 1 экзамен. Но тоже не получилось, потому что этот экзамен я тоже написал плохо. Но в конце концов поступил. Так, вы родились в еврейскую семью. Можете мне рассказать, с какими трудностями или ограничениями, если вообще такое было, вы или ваши родители столкнулись в то время? Но если... Ну, давайте не будем начинать с детства родителей. Там были свои проблемы, но я о них не очень осведомлен. Но первая проблема, которая благополучно, скажем, разрешилась, это было в 1953 году. По официальной версии нынешней считается, что Сталин готовил депортацию всех евреев в Сибирь. Особенно там уже развивалось дело врачей, поэтому к еврейским врачам отношение было очень подозрительное. Не знаю, насколько мой отец это испытывал, но, к счастью, со смертью Сталина этот процесс прекратился, и в этом случае мы никак не пострадали. Лично у меня первая существенная проблема была, когда я закончил университет. У нас на моем курсе училось очень много евреев, и у большинства из них были большие проблемы с устройством на работу. И я, в общем, были большие переживания по этому поводу. Но в последний момент мне повезло, потому что в Удмуртском университете, который в то время образовался, требовались молодые преподаватели с хорошим образованием. Они приехали, представители приехали как раз на наши выпускные экзамены.
и предложили мне поступить от них в аспирантуру. Так что, в отличие от многих моих товарищей, у меня и этот период закончился благополучно. Была еще одна проблема, не очень существенная, когда где-то, наверное, в конце 70-х я был включен в состав делегации на Международную математическую конференцию в Чехословакии. Но чтобы туда поехать, требовалось разрешение местного обкома. И это разрешение мне не дали. Не объясняя причин, но на самом деле понятно по каким. Но не то, чтобы я очень сильно переживал по этому поводу. И это, в общем-то, никак не сказалось на моей дальнейшей биографии. Ну, наверное, если бы я хотел защищать докторскую, то с этим были бы большие проблемы. Но я всегда считал, что у меня на докторскую уровень не тот, поэтому я и не пытался писать. Ну вот, собственно, все проблемы, с которыми я встречался лично. Были еще другие проблемы у друзей или у знакомых ваших? Ну, проблем много было. Вот, ну, например, в МГУ 1969 года евреев практически перестали принимать. Потом, как я уже говорил, были проблемы с теми, кто уже учился, когда им нужно было искать работу. Это было очень сложно. Возможно, у кого-то были проблемы при поступлении в аспирантуру, но я опять проскочил без особых сложностей. У некоторых моих знакомых были очень большие проблемы с защитой кандидатской диссертации. Значит, кому-то вообще не удалось защититься, кто-то защищался. Ну, я знаю, например, одного товарища, который с 4-й попытки только защитился. Там была очень интересная в МГУ ситуация. Когда должен был защищаться еврей, значит, было 2 способа ему в этом мешать. Первый, соответствующее заседание, не было кворума, то есть приходило меньше народу, чем положено. По этому случаю его отменяли, защиту переносили. Это один способ. Второй был способ. Там при защите полагалось сначала проводить тайное голосование, кто за, кто против защиты. То есть достойна ли эта диссертация звания кандидата. Значит, тайное голосование оказывалось отрицательным. После этого было открытое голосование по утверждению результатов тайного голосования. И на этом открытом голосовании обычно не утверждались результаты тайного голосования. В связи с чем защита не считалась несостоявшейся, а ее опять же переносили. И вот так это могло продолжаться несколько раз. Некоторым, видимо, это надоедало, они отказывались. Некоторые прошли через несколько таких попыток и в конце концов защитились. Были проблемы с желающими выехать.
Причем очень часто люди подавали прошение о выезде в Израиль, а на самом деле уезжали в Штаты, например. Но вот не всем разрешали. Например, у меня в Москве были родственники, которые захотели уехать в Штаты. Ну, а на самом деле подали заявление о выезде в Израиль. И, значит, части семьи разрешили выехать, а части не разрешили. Они потом ждали лет 10, наверное, пока это разрешение не было получено. Вы говорили о шестидневной войне 1967 года. Да. Влияли ли такие события, или советская пропаганда против Израиля на отношение к евреям в СССР? Ну, вот как-то влияло. Ну, например, прекратился прием евреев в Московский университет с 1969 года. Правда, реакция была несколько замедленная. Правда, там в 1969-м еще человек 10 приняли на наш факультет, разумеется, на другие не знаю. А потом совсем перестали принимать. Правда, был такой курьезный случай, когда на всем факультете, на всех 5 курсах осталась одна еврейка. И поэтому официально всем говорили: ну вот же, есть евреи, что вы нам рассказываете сказки, что их не принимают. Впоследствии уже в перестройку даже опубликовали официально механизм, каким образом заваливали на вступительных экзаменах. Например, я сам участвовал в таких вступительных экзаменах, в проверке письменных работ. Там было так, значит, сначала была общая проверка нормальная, в которой я вот участвовал. А потом нужные работы, несмотря на то, что они якобы были зашифрованы, они отбирались и перепроверялись специальными людьми, которые уже оценки занижали. Вот. И бывали случаи, что не удавалось снизить оценку по письменному экзамену до 2, но тогда это происходило на устном экзамене или на сочинении. Но, в принципе, некоторые проблемы были уже вот в 1967 году, когда я поступал. Один из выпускников нашего интерната, у которого была, кстати, золотая медаль, он получил 2 по физике на вступительном экзамене. Но тогда это не было официальной кампанией, а просто были энтузиасты, которые заваливали евреев. Один мой товарищ из Баку тоже не прошел в МГУ в тот год, не помню уже, по своей вине или тоже по вине каких-то доброхотов. После чего он поехал поступать в Ленинград, и там его завалили на сочинение. Так что были проблемы, да. Вы изучали математику и стали ученым? Ну, ученым это громко сказано. Я написал несколько работ, там, опубликованных в приличных журналах, но до конца, наверное, ученым я не стал. Хотя какие-то у меня были достижения. В основном я был преподавателем. То есть я работал в университете и обучал студентов разным математическим наукам. До отъезда в Израиль.
Каково было быть частью советской научной или академической среды в то время? Ну, что там происходило в высших эшелонах, я даже не очень в курсе. Среда на моем уровне, ну, пока я учился в МГУ, было все достаточно интересно. Там была масса всяких семинаров, специальных курсов и так далее, которые можно было посещать, рассказывать о своих достижениях, изучать чужие достижения и так далее. Потом, когда я уехал в провинцию, так сказать, там было сложно, потому что большей частью все занимались своими отраслями, и взаимодействия внутри университета почти не было. В смысле научном. Но время от времени люди выезжали на конференции, писали статьи в какие-то журналы или сборники, обмениваясь информацией там, по почте или вот во время этих конференций. Я в этом тоже участвовал. Но в центре, конечно, более кипучая деятельность происходила. Ну, к счастью, математика не имела отношения к, скажем, военным делам. Так что я был с этим не связан, не считая того, что в МГУ была военная кафедра. Нас там якобы обучали каким-то военным специальностям. И потом, значит, присвоили звание лейтенантов запаса. Периодически вызывали на сборы и переобучали. Непонятно чему и непонятно зачем. Ну, в общем, я дослужился до капитана в этом плане. А повлияли ли такие события, как космическая гонка, на вашу учебу или карьерные возможности? Да нет, как-то совершенно наша область никак не пересекалась с космической гонкой. А вообще даже непонятно, на кого это могло влиять. Ну, наверное, те, кто в ней участвовал, как-то для них карьера шла хорошо. К нам это вряд ли имело какое-то отношение. Но наш университет, вот Удмуртский университет, принимал участие в какой-то космической программе, предлагал какие-то опыты физические, которые вроде бы на орбите проводились с подачи ученых нашего университета. Но подробностей я не знаю. Вы помните момент, когда американцы послали человека на Луну? Помню, конечно, об этом везде сообщалось, да и по телевизору показывали. Вот. Но как это было связано с советской программой, не особо афишировалось. А так, в общем, народ это воспринимал вполне положительно. Помните ли вы моменты, когда ваше личное восприятие отличалось от официальной версии? Ну, самый первый такой момент, как ни странно, был, когда мне было лет 11. Я помню, в пионерском лагере у нас устроили письменный опрос. Какие там были вопросы целиком, я уже не помню, но один из них был такой. Значит, это был какой 61-62 год. Как вы считаете, когда
в нашей стране будет построен коммунизм. На что я написал, что лет через 50. После чего мне устроили внушение некое, что я не прав, что построят гораздо раньше. Но меня не убедили. Я спорить не стал, но ушел в убеждение, что прав я, меньше, чем 50 лет не понадобится. Вот. После, когда я уже был в старших классах школы, и потом в ВУЗе, я, конечно, представлял, что что-то у нас в стране не так, но никакие действия это не выливалось, кроме самого факта осознания, что надо бы как-то по-другому. Ну, например, архипелаг ГУЛАГ Солженицына я прочел достаточно рано, где-то, наверное, году в 68-м, возможно. А может, в 70 каком-то. В общем, когда он еще ходил в подпольных изданиях. Так что что-то я осознавал. Насколько свободными были ученые или студенты для открытого обсуждения глобальных или политических вопросов? Например, были ли темы, которые считались запретными? Ну, официально об этом ничего не говорилось. Но, в общем, все понимали, что о каких-то вещах лучше говорить не на широкие массы, а в лучшем случае в узком кругу. Но обсуждалось, например, война в Афганистане. Естественно, у многих вызывала очень нехорошее ощущение. Впрочем, действия американцев в Вьетнаме тоже вызывали нехорошее ощущение, естественно. Вы же участвовали в шоу «Что, где, когда». В шоу не участвовал. Нет. Я смотрел по телевизору это шоу. Есть такое понятие «спортивное», что где, когда. В нем я начал участвовать только когда переехал в Израиль. Вот я хотел спросить, как ваша еврейская идентичность повлияла на ваше чувство принадлежности в СССР и ваше решение потом в дальнейшей жизни выехать из России? Но никакой еврейской идентичности я не чувствовал. Вообще ощущение, что евреи – это какая-то особая нация, у меня никогда не появлялось. И вообще первый раз я услышал рассуждения на эту тему где-то уже лет в 13. Причем отец-то мой был правоверный коммунист и не одобрял никаких отклонений в эту сторону. И, в общем, я старался не особо на этом зацикливаться, хотя, когда были годы гонения на евреев, мне, конечно, это не было приятно, но мне это не очень сильно сказалось. Что касается отъезда в Израиль, то на это повлияла вовсе не моя еврейская сущность, а чисто
вопросы личного характера. Потому что мои родители туда уехали в 91 году, когда были большие проблемы в Баку. Они тоже уехали не столько по своей инициативе, сколько вслед за семьей моей сестры. Через несколько лет отец умер, и мать осталась в плохом психологическом состоянии. Кроме того, туда уехали еще при жизни отца двое моих старших детей. Но тоже не потому, что они себя ощущали евреями, а скорее потому, что считали, что там они смогут получить более хорошее образование. И в конце концов мы решили к ним присоединиться. Я хотел задать бы еще пару вопросов более к концу СССР. У вас было ощущение когда-то в 80-е годы, что скоро СССР в таком состоянии, в составе больше не будет? Нет, но до развала СССР ни у кого не было такого ощущения, насколько я понимаю. Даже у самых высокопоставленных или у самых умных людей это было совершенно неожиданно для всех. А после развала уже что там было думать тоже. Надо было это воспринимать как данность. Какие аспекты после дневной жизни, культура, путешествия, работа, общение отражали политическую атмосферу холодной войны? Ну, во-первых, были проблемы с выездом за рубеж, достаточно большие. Кое-кого выпускали в туристические поездки. Вот моя жена ездила в ГДР, например. Потом мы с ней ездили в начале 80-х в Болгарию. Ну, кому-то удавалось съездить и подальше. Вот, например, наш заведующий кафедрой и вообще несколько человек из нашего вуза ездили, ну, как сейчас говорят, по обмену, и 2 года стажировались в разных странах, ну, в США, в Канаде. То есть, но все это было достаточно тяжело. Разрешалось далеко не всем. Вот. Во время войны в Афганистане, конечно, это уже коснулось почти каждой семьи, когда начали посылать солдат в Афганистан. Это, конечно, практически всем не нравилось. Особого энтузиазма не было по этому поводу, как сейчас, например, по случаю войны с Украиной. Ну, на самом деле, я не особо над этим задумывался, воспринимал как некую данность, с которой вполне можно существовать.
Вы жили уже в 3, ну даже можно считать больше, чем 3 странах, если считать Азербайджан и Украину как собственные страны. Но когда они стали собственными, я уже в них не жил, а так заезжал, скажем, в гости. Как бы вы можете как-то сравнить жизнь во всех этих странах? У вас есть как поставить какие-то оценки о том, как жилось везде? Ну, во-первых, начнем с того, что даже Россия в нынешних рамках, она очень большая страна, и там жилось в разных местах сильно по-разному. Вот. Что касается Украины, ну, во времена моей молодости там отношение к евреям было достаточно плохое. Например, там вузы практически их не понимали гораздо раньше, чем в Москве. И вообще, как бы, им было тяжелее. Что касается, ну, скажем так, Баку, в других местах Азербайджана я практически не был, то как раз до развала Союза там был очень интернациональный город. И хотя иногда какие-то высказывания отрицательные одних национальностей другим проистекали, но большей частью как раз народ был очень доброжелательный ко всем. И жили все достаточно в тесных соседских отношениях. И армяне, и азербайджанцы, и евреи, и русские. А вот во времена, когда все это начало разваливаться, там были всплески очень сильных национальных разборок. Но сначала из войны в Карабахе с армянами очень большие проблемы были. В результате практически все они уехали. Где-то год или 2 и на евреев стали давить неофициально, но очень часто в бытовом плане. И многие тоже уехали. Потом это прекратилось на самом деле. То есть сейчас там, по-моему, совершенно спокойно относятся ко всем, кроме армян. Хотя, конечно, на руководящие посты мало кого допускают. В России в разных местах было по-разному. Мне в Ижевске, например, вполне нравилось. Вот в конце или в середине 80-х годах все начало меняться в эпоху перестройки и гласности. Да. Как вы сами ощущали эти перемены и изменения? Самое первое изменение, которое многими ощутилось, это были талоны на воску. В 1986 году уже был сухой закон, но он был не стопроцентный, но пытались резко ограничить спиртные напитки. В частности, водку разрешалось покупать только в ограниченных количествах, и на нее выдавались талоны. Ими даже обменивались. Вот мы, скажем, мало употребляли водки, могли этот талон обменять на что-нибудь более полезное. Правда, тогда вообще со всеми продуктами было плохо, и появились талоны на некоторые другие продукты тоже.
когда началась гласность, в общем, это было приятно, потому что появилось много интересной литературы, все начали выписывать журналы, читать все это. Это воспринималось с энтузиазмом. Но потом все это немножко развалилось, превратилось в какой-то большой разгул преступности, что уже было совсем неприятно. Вот как вы и ваша семья пережили эти перемены, которые потом привели к распаду Советского Союза? Да, собственно, все время были какие-то проблемы то с деньгами, то с продуктами, то психологически. И мы не ощущали, что это что-то особенное. Это какие-то были проблемы, которые были всегда. То есть они менялись в какую-то сторону, каждый раз находились какой-то способ с ними бороться. В общем, перед отъездом в Израиль мы жили вполне прилично, несмотря на все проблемы. По вашему мнению, что люди сегодня неправильно понимают или не ценят в жизни в Советском Союзе во время Холодной войны? Сейчас у многих людей очень разные представления о том периоде. Значит, очень есть много людей, которые считают, что тогда все было хорошо, а сейчас все плохо. Есть много людей, которые считают совершенно наоборот. В общем, люди разные. Я не уверен, что ситуация, которая в России сейчас, лучше, чем та, которая была во время Холодной войны. Может быть и хуже. Это надо очень много изучать, чтобы понять, какая ситуация лучше или более правильная. Так что, я думаю, поймем мы это все не скоро. Вот когда вы смотрите на современную мировую политику, видите ли вы отголоски или уроки времен Холодной войны? Да, я думаю, у большинства даже высоких руководителей никакие уроки тех времен в пользу не пошли. То есть все равно продолжается какое-то противостояние. Пусть это не называется Холодной войной, но так сказать, и мира вроде бы тоже нет. Причем со всех сторон. Оглядываясь назад, как, по вашему мнению, жизнь в годы Холодной войны сформировала ваше мировоззрение? Но дело не в Холодной войне. Идеология, которая пропагандировалась внутри страны, была в основном связана не с международной политикой. Хотя, конечно, про нее как-то упоминали, но основные проблемы были внутренние. И, конечно, на мое мировоззрение как-то это все повлияло.
То есть я где-то до лет до 20 вполне верил в идеалы коммунизма. Сейчас я в них не верю, но до сих пор какие-то остались убеждения тех времен. Ну вот, например, я до сих пор остаюсь атеистом. Хотя многие люди делают вид, что они сильно религиозные, чем непонятно, во что они верят на самом деле, но делают вид точно. Причем многие вполне в этом убеждены. Меня очень позабавило одно высказывание некого московского профессора, который ведет интеллектуальную такую игру для школьников. Не что, где, когда, а другую. Вот он почему-то стал убежденным православным и, значит, заявил прямо на этой передаче, говорит, что атеисты – это, во-первых, лжецы, а во-вторых, идиоты. В общем, смысл был примерно такой, на самом деле он говорил другие слова, но я уже их дословно не помню. Меня это очень порадовало, потому что с точки зрения логики это не может одновременно это быть. Если человек жжет, то значит он верит в Бога, но говорит, что не верит. А если он идиот и не верит в Бога, то он не лжец, а вполне убежденный атеист. Но это никого не волнует. Вот. Главное заявить, что ты правоверный, а все остальные гады ползучие. Если бы вы могли поделиться одной историей или моментом из своей жизни, которая лучше всего отражает то, каково было жить во времена Холодной войны, чтобы это было? Ну, у меня-то особо нет каких-то отрицательных воспоминаний про эти времена, но могу поделиться забавной очередной историей. Как-то был я на международной конференции, как раз в Баку. И где-то через месяц после нее меня вызвали в КГБ. И какой-то, не очень высокий чин начал меня спрашивать, беседовал ли я там с иностранцами, и не интересовались ли эти иностранцы, чем занимаются на ижевских заводах. Но на ижевских заводах, помимо всего прочего, как ты, наверное, слышал, производят автоматы Калашников. Значит, меня это очень насмешило внутри, потому что такое отношение математика имеет.
Кижевским заводом. Какой был смысл меня о них спрашивать? Я даже не знал, на каком заводе это производят. Но как-то он поговорил со мной и отстал. Вот. Ну вот была такая обстановка. Еще был один веселый случай, но это уже не в связи с холодной войной. Во времена Антропова нас заставляли писать план научной работы на 5 лет вперед. Но с моей точки зрения это абсолютный бред, потому что как можно спланировать на 5 лет вперед, чем ты будешь заниматься. Вот. Ну, надо было что-то писать. Правда, относились, видимо, к этому тоже не очень серьезно, потому что я написал, я тогда занимался таким ничего, наверное, не говорящим тебе термином, как гомеоморфизмы Тихоновского куба. Ну, не важно, что это такое. Важно, что эти кубы бывают разных размеров, грубо говоря, бесконечных. Значит, есть некая градация бесконечных мощностей, что опять-таки ни о чем не говорит. Ну вот я написал, что я, значит, первый год буду заниматься кубом такой-то мощности, второй год с кубом другой мощности и так далее. Правда, план я перевыполнил, и все, что я хотел о них изучить, я сделал за 2 года, а не за 5. Ну, вот такие были дурацкие мероприятия. Но, правда, с холодной войной это, видимо, никак не было связано. Хотя Андропов, конечно, очень много сделал для холодной войны. Ты знаешь, кто такой Андропов? Я думаю, он был там вождем СССР очень короткое время. Да, но до этого он был много-много лет председатель КГБ. Так что он как раз очень много делал в этом плане. Ну, можно сказать, что мы прошли все вопросы. Самый последний – это хотели бы вы что-то добавить или еще сказать? Да нет, наверное. Ну, тогда, если я посмотрю быстро на эту бумагу. Посмотри, да. Нет, ну все, тогда Отключайся. можно интервью заканчивать. Спасибо большое. Да, не за что. Отключай.